Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. По моему радостному настроению можно понять, что ремонт подходит к концу, остаются последние этапы, и сегодня я покажу, как мы собирали эту кухню и устанавливали бытовую технику. Первый этап — это подъем кухни на 5-й этаж. Мы его благополучно преодолели, вдвоем подняли кухню примерно за полчаса. Хорошо, что она оказалась не тяжелая. Так как кухня фабричная, она хорошо упакована и, в общем-то, удобна для транспортировки. Коробки подписаны, где упакован какой ящик, и легко понять, где искать нужный элемент. Каждая упаковка пронумерована и стоит цифра. Обязательно все нужно сверить с накладной, чтобы ничего не потерялось. Всего у нас 11 мест, соответственно, должно быть 11 коробок. Кухня довольно-таки простая. Состоит всего лишь из 4 нижних ящиков и отдельно стоящего холодильника. Плюс вторая столешница будет установлена в окно. Вытяжку с трубой я установил раньше. Этот процесс я показывал в ролике про вентиляцию. Ссылка будет в описании. Теперь можно приступать к сборке. Убираем все лишнее и оставляем первый ящик, который идет от окна. Также понадобится фурнитура. Внутри находим инструкция по эксплуатации, список фурнитуры, ну и в общем-то сама фурнитура. Ножки, петли, саморезы, стяжки и так далее. Распаковываем первый ящик, который будет стоять возле стены у окна. Первым делом прикручиваем ножки. Как видно, на ящике все размечено. Со вторым ящиком производится точно такая же процедура. Они одинаковые. Дальше идет ящик под духовой шкаф. Он собирается на шканты и конформаты. Шканты вставляются в отверстие и забиваются резиновой киянкой. Затем дно ящика устанавливается на свое место. Далее прикручиваются направляющие под ящик. Подготавливается и устанавливается средняя полка, опора под духовой шкаф. На противоположную стенку прикручивается вторая направляющая для выдвижного ящика. Боковая стенка устанавливается на место и скручивается конформатами. Дальше прикручиваются ножки. Ящик готов.
Вообще сборка кухни начинается с верхней шины. Сначала крепится металлическая верхняя шина, сверлится отверстие, потом все убирается, и после этого уже начинается сборка нижнего ряда, чтобы предотвратить попадание мусора за шкафчики, на столешницу. В общем, так сделать проще. Но так как у нас верхних шкафчиков нету, мы сразу начинаем собирать нижний ряд. Еще один момент. Оказалось, что ножки не подходят по высоте и нужно поменять на более длинные. Поэтому все перекручиваем. Вернее, даже не перекручиваем, а просто переставляем ножки, крепления остаются на месте. Так получилось по стечению нескольких обстоятельств. Одно из них то, что напольное покрытие планировалось толще. По этой же причине пришлось переделывать цоколь. Собираем последний ящик под мойку. Он собирается по такому же принципу, как и ящик под духовку, на шканты и конформаты. Инструкции по сборке кухни нет. Предполагается, что кухню собирает сборщик мебели. Но если немного пораскинуть мозгами, то совсем можно легко разобраться. Главное сходу ничего не сверлить и не резать. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Шкафчик готов. Начинаем выставлять нижние шкафы по уровню. Для этого используем лазерный нивелир, который выставляется на уровень нижнего края будущей столешницы. Ножки регулируются по высоте. Если нужно приложить усилия, то в основании есть прорезь под отвертку. Таким образом все выравнивается. Дополнительно все контролируется обычным пузырьковым уровнем. После того, как ящики выставили, нужно прорезать отверстия под розетки и газовую трубу. На задней стенке все размечается и прорезается при помощи лобзика. Между ящиками и стеной получается пространство для коммуникаций. Точно такое же отверстие прорезается под розетки. После этого ящики нужно соединить между собой. Для этого они выравниваются по краям и для удобства скрепляются струбцинами. Для соединения используется мебельная стяжка. Диаметр сверла под стяжку М5. Отверстие сверлится через 2 боковые стенки. Затем вставляется стяжка и стягивается при помощи шуруповерта или отвертки. Всего делаем 3 отверстия на стенку. Исходим из количества стяжек, которые есть в комплекте кухни. Ящики соединены и стоят по уровню. От стены по лицевому торцу выставляем на 560 мм. Оставшиеся 40 мм остаются на фасад, который толщиной 18 мм, и на капельник, который находится под столешницей. Это еще 22 мм. Что такое капельник, покажу чуть позже. Два ящика выставлены, к ним уже просто подставляем 3-й ящик под духовку. Выравниваем по краям и скручиваем стяжками. После всех этих манипуляций нужно немного прибраться.
последним ящиком все немного сложнее. Нужно еще вырезать дно под трубы. Размечаем и вырезаем нишу под трубы водоснабжения. Край обрезанного ДСП герметизируем при помощи полиуретанового герметика. В ящике под мойку прикручиваются пластиковые уголки для крепления столешницы. Они прикручиваются чуть ниже, чем край ящика, для того, чтобы притянуть столешницу. Распаковываем и примеряем столешницу. Все подходит как надо. Когда ламинируется пласть и торец, вид такой облицовки называется постформинг. Облицовка заходит на нижнюю пласть до специального паза. Специальный паз еще примерно 100 мм, залитый силиконом. Этот паз, залитый силиконом, называется капельник. Он нужен для того, чтобы в момент, когда разливается вода и начинает капать, она собирается в этом пазу и капает на пол перед фасадом. Каркас кухни собран. Прежде чем прикручивать столешницу, нужно установить варочную панель. Варочная панель Гефест на 2 конфорки, газ на стекле. Модель варочной поверхности PVG 2003. Варочная поверхность красивая. Закаленное стекло, решетка чугунная. Все комплектующие импортные. Забегая на будущее, скажу, что работает все очень четко. На столешнице делается разметка под отверстие для варочной поверхности, согласно плана кухни и инструкции самой плиты. Также сразу размечаем столешницу под мойку. Часто бывает в комплекте шаблон, но в данной модели шаблона нет. Сначала обрисовывается контур, затем при помощи линейки ставятся метки на 10 мм меньше. Для того, чтобы было лучше видно то, что будет резаться, обрисовываем все маркером. На варочной поверхности делаем то же самое. По углам просверливаются отверстия. Затем при помощи электрического лобзика прорезается столешница. Точно так же столешница прорезается под мойку по размеченной линии. Примеряется мойка. Ну и, конечно же, примеряется варочная поверхность. Саморезами 3,5 на 75 прикручивается столешница к шкафчикам. Когда прикрепили одну сторону, перепроверяем все размеры, чтобы ящики не сдвинулись. После этого прикручиваем столешницу с другой стороны. Далее приступаем к сборке выдвижного ящика. Он собирается просто, тут сложно ошибиться. После того, как ящик собран, монтируется доводчик. Доводчик Blum из недорогой серии. Вот принцип его работы. Он устанавливается на боковую панель. С таким видом доводчиков работали первый раз, поэтому покумекали, пока разобрались.
Выдвижные ящики с доводчиком гораздо удобнее в эксплуатации. Даже несмотря на то, что это самый дешевый вариант, но все равно это Blum. Теперь можно приступать к установке фасадов. В фасадах уже просверлены отверстия под петли, остается только прикрутить. На шкафчик прикручивается вторая часть петли. Так как кухня фабричная, то здесь уже все размечено. Затем навешивается дверца и регулируется по отношению к шкафчику, чтобы фасад стоял ровно. К выдвижному ящику фасад просто прикручивается на саморезы. Последняя дверца – это шкафчик с мойкой. Самый главный инструмент для сборки кухни – это, конечно же, шуруповерт. Устанавливаем доводчик. Он называется Tip-on. Устанавливается в торец и при закрытии плавно доводит дверцу. Такие доводчики устанавливаются на все дверцы. Полки устанавливаются на полкодержатель. Лишние отверстия закрываются заглушками, потому что у нас мебель универсальная, фабричная. Установка полок – это довольно-таки простая операция, тут ошибиться сложно. Дальше очень важный этап – установка боковой столешницы. Столешница будет вырезаться на месте, поэтому очень точно снимаются все необходимые размеры. Вот что получается. Теперь все эти размеры переносим на столешницу. Затем аккуратно все вырезаем лобзиком. Примеряем то, что вырезали. По классике жанра столешница не подошла. Нужно подрезать то, что мешает. После подрезки все становится как положено. В левом углу мне показалось, что получается пустовато. Поэтому я решил заказать распил и сделать дополнительно полки. Столешница выставляется при помощи клиньев и запенивается. Главное не переборщить с пеной, чтобы столешницу не подняло и не выгнуло. Все вырезанные торцы столешницы нужно обработать силиконом или влагостойким ПВА, чтобы защитить ДСП от воды. Точно такую же процедуру мы сделали со столешницей, которая врезалась в стену. Здесь я использую обычный силикон. А вот что происходит, если не сбросить давление с пистолета и кидать его где попало. Торцы, где будет стоять мойка, надо промазать особенно тщательно.
так как здесь самая большая вероятность попадания воды. Еще я решил укрепить основание под смеситель. Сама по себе мойка жесткая, но все равно есть вероятность того, что кран будет болтаться. Для крепления использую влагостойкий кварцевый ламинат из остатков от пола. Приклеивается к мойке на полиуретановый клей-герметик. Теперь можно собирать и устанавливать смеситель на мойку. Сразу же устанавливаются крепления под столешницу. На водорозетке устанавливаются муфты на 1/2, так как там внутренняя резьба. Можно, конечно, поставить краники, но в этом я не вижу смысла. Пока мойка не установлена, очень удобно собирать и устанавливать сифон и подключить перелив. Проверяем, чтобы все было герметично, в том числе и перелив. Установка духовки. Духовой шкаф Гефест, модель DA62204. На всю технику ссылка будет в описании. Когда я забирал духовку из интернет-магазина, там мы ее проверили и осмотрели целостность корпуса. У техники Гефест, помимо инструкции и гарантийной карты, есть такой вот листочек с контролем качества. Установка духовки очень простая, главное, чтобы шкаф был сделан по стандартным размерам. Корпус вставляется в нишу и крепится всего лишь 2 саморезами в торцы стенок шкафчика. После установки немного потестили технику. Понравился многофункциональный дисплей. Большую часть работы мы уже сделали. Теперь можно переходить к установке варочной поверхности. Варочную поверхность устанавливаем, но не подключаем к газу, так как этим должны заниматься газовики. Размечаются направляющие и крепятся к торцу столешницы. На обратную сторону каленого стекла крепится лента ПСУ, таким образом, чтобы при прижатии столешницы она не вылазила за границы стекла. Очень интересно выглядит варочная поверхность на 2 конфорки. Для маленькой квартиры больше и не надо.
Дополнительно на распиле заказал открытые полки из такого же ДСП, как и столешница Дуб Небраска. Уголки купил в строительном гипермаркете. На мой взгляд, очень удачное решение – это отделка угла столешницы алюминиевой пластиной. Пластину я тоже покупал в строительном гипермаркете. Единственное, что я не мог найти, где согнуть пластину. Пришлось сделать из двух кусков, так как продавался отдельно гнутый уголок и цельная пластина. Стык стены и столешницы расшивается, замазывается штукатуркой, затем шпатлюется и красится. Также на распиле заказал полки под столешницу с левой стороны. Между полкой и откосом все запенивается, а затем замазывается штукатуркой, шпатлюется и красится. Один из последних этапов – это крепление цоколя и ручек. Вместо плинтуса между столешницей и плиткой будет просто силиконовый герметик. В этом месте плинтус вообще не люблю, так как под него забивается грязь и он забирает место. Герметик наносится при помощи малярной ленты. Перед покраской алюминиевой пластины обязательно нужно обезжирить. Сначала я хотел покрасить все на балконе, но потом передумал и решил вынести все на улицу. На улице это все, конечно же, делать проще. Получается черное матовое покрытие. Остается только приклеить на полиуретановый герметик столешницы. Кухня готова. Смета на материалы, оборудование и работу.
Друзья, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.